Всем привет! Меня зовут Влад, и сегодня я вам расскажу, как настроить выгрузку новых строк из Google Sheets в KCRM. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые строки из Google Sheets в другие системы. Например, в KCRM создавать новые заказы при каждом добавлении новой строки в Google Sheets. Удобно их хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Google Sheets. Теперь необходимо указать действие «Загрузить строки новые». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт Google Sheets к системе Apex Drive. В этом окне необходимо указать логин и пароль от вашего аккаунта Google Sheets. Дайте разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». Далее необходимо указать файл и лист, из которых будет происходить выгрузка данных. В поле «Начать загрузку данных со строки «Номер» необходимо указать номер строки, с которой вы хотите начать загрузку. Например, если у вас в таблице 1000 строк и вы не хотите все эти строки передавать, вам необходимо указать цифру 999 для того, чтобы начать загрузку с последней из них. У меня в таблице находится 2 строки, поэтому я укажу 2. На данном этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». На данном этапе вы видите тестовые данные по одной из ваших строк Google Sheets. Если вас все устраивает, кликаем «Продолжить». На этом настройка источника данных Google Sheets успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем KCRM. Далее необходимо указать действие «Создать заказ». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт KCRM к сервису Apex Drive. В этом окне необходимо указать API-ключ. Чтобы его получить, переходим в ваш личный кабинет KCRM. Переходим в раздел «Настройки» на вкладку «Основные». Копируем API-ключ и вставляем его в соответствующее поле в системе Apex Drive. Когда необходимое поле заполнено, кликаем «Продолжить». Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». Далее необходимо заполнить поля переменными из Google Sheets. Для того, чтобы добавить переменную, необходимо кликнуть по полю и выбрать переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только добавлять переменные, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, необходимо нажать Enter.
Когда все необходимые данные назначены, кликаем «Изменить» и «Продолжить». На данном этапе мы видим тестовые данные, которые будем передавать в KCRM. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в KCRM». Переходим в ваш личный кабинет KCRM и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Далее необходимо включить обновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!